Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы продолжаем тему праздничного декора. Это фант, более сложный, чем в прошлый раз, с элементами декорирования в технике объемное торцевание. Материалы, которые нам понадобятся: клей ПВА, ножницы, степлер, карандаш, нитки, бумажные салфетки 4 цветов, бумага 4 формата, двухсторонняя. Берем лист, складываем по вертикали пополам, еще раз пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам. Получаем гармошку. Этот принцип складывания я показываю вам уже давно. Я оставлю вам ссылку в описании ролика и метку в верхнем правом углу. Таким образом мы складываем 2 листа А4 формата одинакового цвета. Затем складываем гармошки пополам, раскрытой стороной друг от друга, склеиваем их. Приступаем к изготовлению второй части нашего фанта. Для этого мы берем половину листа А4, складываем таким же образом. Это будет накладная часть для нашей основы фанта. Со второй половины листа поступаем точно так же. Цвет подбираем контрастирующий с нашей основой. Досмотрите ролик до конца, там будет интересная информация для вас. У будущего фанта я решила сделать закругленные края разворота. Можно делать любую форму. Начинаем примерку верхней части фанта. Для этого мы все укладываем по граням. И присобираем фант. Нам нужно его связать ниткой по центру. Теперь на клеевую дорожку мы укладываем нитку, которая будет впоследствии нашим подвесом для фанта. Если у вас не хватило белой бумаги, как в моем случае, то можно эти грани склеить между собой, и этого промежутка видно не будет. Когда клей схватится, можно будет склеить вторую часть фанта.
Основа нашего фанта готова. Приступаем к декорированию фанта. Для этого мы берем салфетки, как и в предыдущем мастер-классе, изготавливаем из 3 бумажных салфеток розу в технике объемное торцевание. Степлером сцепляем центр и вырезаем кружочек. Затем берем по 2-3 слоя салфетки, обжимаем вокруг нашей скрепки. Получается торчащий элемент. Начинаем постепенно образовывать бутон нашей будущей розы. Распушаем нашу розочку, и роза готова. Приступаем к декорированию в технике объемное торцевание. Для этого я взяла зеленую салфетку, разрезала пополам и еще раз пополам. Получились большие квадраты. Они должны быть двойными. Для того, чтобы работать в технике торцевания, нужна либо шпажка, либо другая деревянная палочка. Можно использовать палочку для суши. У меня же был в наличии карандаш. Нужно подготовить клей, в который мы будем макать наши элементы торцевания. Берем квадрат, оборачиваем его вокруг нашего карандаша и, придерживая, макаем в клей и приклеиваем на место. Эта техника очень интересная, фактура своеобразная. Дети очень любили работать в такой технике, и для цветов она очень подходит, когда вы формируете сердцевину вашего цветка. Мы с вами ролик за роликом усложняем все больше наши фанты. В следующем выпуске вас ждет еще один вариант фанта, но только он будет выполнен полностью в технике оригами, плюс симметричные вырезания. Наконец наш фант готов. Не правда ли красиво смотрится? Спасибо всем за внимание и до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной. А если что, вы знаете, где меня найти: на Яндекс.Дзен и на Рутуб, и в сообществе ВКонтакте.